знаете, полгода назад я ненавидел все эти аниме-игрульки. И Геншин, соответственно, тоже. Так еще и больше всего, потому что в него играют Геншин импактеры. А сейчас сам стал тем, кого раньше стебал. И мало того, что я смог вкатиться и разобраться в игре, я умудрился жестко на нее подсесть, да еще и стал той самой ошибкой выжившего, то есть багом системы, который забайтил уже десятки тысяч людей скачать это. Жалею ли я сейчас, что начал, чего я добился в Геншине за все это время, узнаете в видосе. А пока давайте переместимся в прошлое, дабы вы увидели всю картину. А началось все с того, что я стал замечать частую игру в Геншин моего коллеги-друга Молтера, который очень интересно про него рассказывал, все такое байтил, и, очевидно, мы со вторым моим кентом его троллили, как бы говорили: ты чё, типа, дурак, какой Геншин, ты что, Геншин импактер? Но потом я понял, что мне, блин, это интересно. Да и вообще никаких минусов я особо не видел, кроме того, чтобы быть Геншин импактером. Поэтому спустя пару недель, когда руки уже дошли до Геншина, он был скачан. И вот оно, начало игры. Все максимально красиво, приятно, тебя засыпают ресурсами со всех сторон. И вообще иди делай, что хочешь, там вон сундуки, вон квесты, вот сюжет, просто что угодно. Вот тебе крутки сверху еще просто по приколу, на. И это, очевидно, крючок, на который я повелся. Но я сразу же с нулевой сделал очень правильную вещь и к прокачке отнесся максимально грамотно. Плюс последовал паре советов моих друзей, а также просто каких-то сабов с ТГ-чатика, ссылка в описании. Ну и вот эти три базовых правила. Копи слабую смолу, она потом понадобится, это как энергия Шадоуфайта. Собирай все, что видишь, и не трать ресы бездумно, и осознанно трать примагемы. Потому что если ты выбьешь какого-то лоха или лохушку, то, конечно, игру будет проходить сложнее, чем с каким-нибудь имбовым персом. Поэтому торопиться крутить, очевидно, не стоит. Меня, к счастью, этот шаг и спас. И к следующему же патчу я смог накопить 20 круток. Что для новичка, который раньше вообще никогда не занимался вот таким фармом, очень даже неплохо. Плюс представьте мое лицо, когда я спустя час фарма, вот такого, вот этого бегания получил, сейчас внимание, 40 примагемов, при том, что одна крутка, стоит 160, а их надо, чтобы гарантированно выбить легу, 180. Ну или 90, если вам повезет выиграть 50 на 50, который дает шанс, внимание, вот ты крутишь лимитированный баннер с нужным тебе персом, а у тебя есть шанс выбить дерьмо. То есть 1 к 2, что тебе выпадет нужная тебе лего. Но зато следующая гарантированно падает, если ты проиграешь 50 на 50, за что хотя бы респект, ладно. Но даже так, 90 круток это 14 тысяч гемов, так что разрабы, конечно, молодцы. В сравнении с другими играми, которые из кожи лезут, чтобы тебя развлечь, тут все вызывает смешанные чувства. И очевидно, бегать, собирать сундуки ради пары гемов или там делать какую-то рутину, ну, мягко говоря, не веселое занятие. Поэтому в тот момент я и начал искать хоть какую-то альтернативу. И не поверите, нашел FunPay. Это крупнейшая торговая площадка по играм с 10-летним опытом работы, а устроено все на ней максимально просто. Регаешься через Google Ак, почту или ВК, ищешь нужный раздел, хорошего продавца, смотришь на него отзывы, выбираешь удобный способ оплаты и готово. Только не забудь пообщаться с продавцом заранее, чтобы быть уверенным, что он на месте. Я, например, купил себе Луну и могу сказать, что все безопасно, удобно и быстро. А также из-за того, что продавцов много, между ними идет конкуренция, значит цены тут будут ниже, чем в официальных магазинах. Да и вообще, ниже, чем на FunPay, вы не найдете. Поэтому ссылки на нужные разделы в описании и в закрепе. Заходите за самой выгодной луной и кристальчиками туда. Ну а я к тому моменту понемногу копил гемы, фармил и в какой-то момент, по совету друга, решил выбить первую легу. Это был Невилет, сильнейший дамагер игры. Конечно, изначально крутить я его не хотел, но так как он супер имба, это меня подкупило. И как вы думаете, за сколько круток я его выбил? 4. Я буквально успел поиграть в игру пару дней, и с 4-й же крутки выбил сильнейшего дамагера игры. Вместо, возможно, 90 круток, или вместо, возможно, 180 круток, я выбил его с 4-й. А вот моя реакция, это вставка с первого видоса. Что? Ту радость, что я испытал тогда, нельзя было описать словами, но такие эмоции по-любому закрепляют за игрой галочку, что она крутая, играть в нее явно стоит. Поэтому, чтобы в следующий раз, ну
точно не просрать какого-то крутого перса, я решил идеально заходить каждый день, делать дейлик, чтобы вот прям вот точно не терять ни капли выгоды. И параллельно вырабатывать привычку заходить каждый день. По мнению разрабов. Хотя они вообще-то правы. Я заходил по чуть-чуть, сливал смолу, фармил гемчики, качал персов. И вот, выходит следующий баннер с Мавуикой, самым имбовым персом игры. И мне должно не повезти, потому что, ну, справедливо же существует, правильно? Да еще это меня взбодрит хорошо, я как бы более объективно смогу смотреть на игру. Нет, я ее тоже выбил. То есть... Мне снова везет, и я во второй раз выигрываю 50 на 50 и выбиваю Мавуику, которая быстро перемещается, имеет имбовые способности, у нее там ульта, вон огромный дэмэдж наносит. Поэтому игра, очевидно, стала мне еще более интересной. То есть, понимаете, да? Лучше и быть не может, игра же отличная. Что ее хейтят, аресами засыпают, удачи его на стороне игрока. Да тут и вообще нет ни одного минуса, подумал я и выпустил первый видос, из-за которого вы сейчас это и смотрите, как бы, за что спасибо. Там лайк, подписка, ну там... Спасибо. Но минусы я там все же упомяну. Это Power Creep, когда новые персы сильнее старых. И смолу, потому что механика говно с мобилок. Хотя Genshin изначально и мобилка. Не суть. Я сказал про эти два минуса, потому что больше я ничего в целом не упоминал. И не потому что я не хотел, или это как-то мешало структуре ролика, а потому что я их не видел. 25 рангов это ничто. А сейчас у меня, кстати, 55-й. Ну или почти. Поэтому сейчас попытаюсь коротко обрисовать, пояснить. В районе 40-го ранга я только начал замечать это дно айсберга. Вроде того, что фарм скотский, там строго по дням, это вообще рофл. Насчет диалогов я даже, наверное, говорить ничего не буду, потому что в сайд-квестах или событиях там бывает, они настолько гигантские, длинные, что я клянусь, никто, кроме нейронки, которая это пишет, это не читает. Так что, да, типа, диалоги есть интересные, это по-любому понятно, но куча скучных, реально куча. Но самое прям важное, это то, что без смолы ты прям бомж, я не преувеличиваю. Прокачка левела перса, прокачка талантов, артефактов. Артефактов сейчас вообще другая отдельная тема будет. Оружий, там просто везде это нужно. Ее дается 200, а там столько материалов надо нафармить, что проще Genshin просто удалить. И да, я преувеличил, но поставьте себя на место нового игрока, просто вот новичка, нулевого, и покажите ему вот это количество материалов, чтобы апнуть перса на 90 уровень. Это только уровень, я не говорю про таланты, артефакты, оружие. Просто уровень. И, возможно, если вы не шарите за Genshin, вы не поймете, о чем я, но смолы требуется очень много для того, чтобы хотя бы нафармить вот это. А ситуацию только на хай-рангах затрудняет еще то, что морой и книжками для апа персонажа, условно, пичкают только в начале игры. Чем дальше ты от начала, тем меньше у тебя будет этих ресурсов. В какой-то момент они у тебя кончатся. Прям вот в ноль. У меня так и произошло. И теперь я обязан сливать смолу еще и на них. Помимо вот этого всего, что я перечислил, я должен сливать смолу на желтые и синие шарики, чтобы получать опыт и монетки с просто скучнейших дерьмомобов. Это даже не босс. А, и да, тут еженедельные боссы, и каждую неделю ты по-любому должен сливать смолу на них, чтобы у тебя были определенные материалы для прокачки талантов, которые являются важнейшим аспектом любого персонажа, если ты его качаешь. Потому что они скелят проценты чего угодно. Ульта, навык, длительность, хил, урон, вы понимаете. Так вот, представьте мое лицо, когда я весь такой зеленый новичок, на радостях, с крутыми персонажами, начинаю апаться выше 50 уровня персонажей, а там все, там начинается жесть. И вижу, во-первых, количество материалов для прокачки уровня. Потом я вижу, что после 6 талантов начинаются еженедельные боссы. И то, что надо вообще-то, братанчик, еще и оружку прокачивать, а еще ее скрафтить надо. После этого я примерно накидал в голове, сколько на это уйдет смолы, времени, сил и так далее, и понял, что самым разумным решением будет просто играть в Genshin автономно. То есть просто фармить чуть-чуть персов каждый день, делать дейлик и просто ливать. И идти заниматься тем, что куда интересней, чем, не знаю, гемы тратить на смолу, это вообще мега тупость. Но я описывал это сейчас как в прошлом новичок, потому что я помню свои эмоции. Сейчас я уже не могу считать себя новичком. При том, что я даже еще ни разу персов своих сильно-то и не старался собрать. Ты, ну, не замечаешь, да, проблем вообще? Я не... Да прокачанный. Нет, ты просто так видишь, когда увидишь, что считает сайт по этому поводу. Топ 91%. Вот
ты, конечно, молодец, силу атаки собрал, защиту прям как надо. Но знаешь, вот ХП... Деньги ему не нужны, да, я прав? Да. Вот у тебя ХП видишь, как много. Вот. Но, ребята, не волнуйтесь, рано или поздно я это соберу. Просто я для видоса коплю смолу, чтобы потом ее слить и собрать всем им артефакты нормальные. Ну так вот, как человек с 55-м рангом, или почти 55-м рангом, я могу сказать, что это изи. Это противоречит моему прошлому спичу, но на деле перса можно прокачать за неделю или две, если у тебя уже есть опыт, ты знаешь, как это делать, и просто у тебя есть Геншин на телефоне, чтобы даже ПК не включать для этого. Ну, я просто с ПК в основном играю, а с телефона я делаю делики. Так что бояться этого не стоит, но я вас предупредил. Но как вы думаете, правильно ли я поступил, что как бы решил в АФК играть в Геншин? По чуть-чуть заходить, фармить и ничего в целом не делать? Да, но... Из-за этого я как раз-таки в полной мере и не столкнулся лицом к лицу с этой самой смолой. То есть я просто кайфовал в других гачах, а Геншин что-то там заходил, что-то там поглядывал, сливал смолу и... кайфовал, как я советую сделать и вам, если вы будете в такой ситуации. Но вот, спустя пару месяцев вот такого слива смолы, там гемов чуть-чуть, всего по чуть-чуть, выходит баннер Фурины. А это очень крутой и сильный помощник в любой отряд с кем угодно при любых условиях. Так что и с Невилетом она отлично как бы синергирует. Поэтому я очевидно снова начал активно играть в Геншин, чтобы выбить ее. И напоминаю, скипнув самый тяжелый начальный фарм. И как вы думаете, что? Пожалуйста, 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 пожалуйста. Найс, найс, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Найс, найс, найс. Это попало в мой второй ролик по Геншину, где я уже начал активно изучать механики игры, ротации, узнал вообще, что такое ротация, тактика боя, прокачку, артефакты, статы, все такое, мидгейм. И наступает самая интересная часть моего прогресса. Встреча с настоящим Геншином. Или нет, подождите, все поймете. Ну и после Фурины начинается реран Шаланен. Еще одного перса, который мне тоже очень нужен для имбового отряда, вот этого. Он считается довольно метовым и сильным. Но как вы думаете, смог ли я после Фурины, когда я жестко задротил, там почти полностью закрыл натлан без интерактивной карты, крутить еще и Шаланен? Очевидно, да. Но в этот раз мой стрик выигрышей 50 на 50 был сбит. Произошло чудо. Падает Лего, я гей. Так. О, найс! Лего! Пожалуйста, только нестандартно! Пожалуйста, давайте. Только, пожалуйста! Блин, ранее. И знаете, с этого проигрыша я мог тильтануть и удалить игру, как бы возможно сделали некоторые вообще на первой или второй своей леге. Но я нафармил снова на вторую легу и... Посмотрите, как я выбил уже гарантированную Шаланен. Просто гляньте этот клип вот так, как бы... Просто гляньте. Давай, вот сейчас точно, чекай. Стоп! Я ж тебе говорю. Ладно, делаю десятерную крутку, как думаешь? Какая разница? Зачем? Делаю. Что? Мне выпала Лего! Что? Лего сразу после другой леги просто на шару по приколу десятка крутана была с моим другом в Дискорде. Представьте его эмоции в этот момент. И мои. Это Мидзуки с 10-й крутки с нулевого гаранта полностью. Дала мне 100% шанс в следующий раз выбить нужную мне легу в баннере. Вот Proof Spam and Moe, это сайт, который показывает крутки, там шансы и все такое, там мою удачу в относительности разных игроков. И этот момент стакнулся с тем, что я апнул 50-й ранг, как раз вот ровно. И последний нужный мне перс для мета-пачки выходит в баннере Хроник и Надзумы. То есть в баннер, в котором все персонажи определенного региона, с нужным мне Кадзухой. Но гаранта на него у меня нет, потому что это отдельный баннер, а не обычный. Как вы думаете, выбил ли я его? Конечно, выбил, но для этого я зачистил манштат на 100% за 2 дня, что я считаю неплохим достижением, хоть это и не так круто, как зачистить там все регионы мира на 100%, хотя я планирую это сделать. И сначала, как и вы, я, наверное, забоялся, думаю, чего фармить, типа, по карте, сундуки, это же скучно. Но нет, это реально прикольно. Я как человек, который не любит какие-то монотонные штуки, СДВГшник, ну, реально
прикольно. Я слышал от многих, что это медитативно, но пока не попробуешь, не поймешь. И поэтому в первый день Хроник у меня уже было достаточно круток. Вот и все. Моя главная цель игры с самого начала закрыта. Я выполнил то, что хотел. Собрал крутой отряд, мне осталось всего немного прокачать и все. А по поводу Скирк, которую я крутить не буду, так как там надо эскафье, которую разрабы выпустили специально под нее, чтобы захавать денег много, это скип. То есть, последнее, именно по этой цели, я хочу докачать отряд и все. И пройти сюжет. Я там только на Инадзуме. Я открыл Инадзуму специально, чтобы прокачивать Кадзуху на 53-м ранге. Но вот ирония. Когда ты получаешь все, что хотел, вот на данный момент условно, в Геншине это не конец, а ловушка. Потому что как это я могу не заходить в игру, где я уже столько достиг, так еще и не фри-то-плей теперь уже у меня Луна. Как вообще я могу это все бросить-то? Правда, суть как раз-таки в этом. Гачи на то и гачи, чтобы доить денег. Это просто очень важно понимать. А я перехожу к заключению, выводу и ответам на вопросы из начала видео. Сейчас у меня уже 55 ранг, и спустя полгода в Геншине у меня только сейчас закончились книжки Мора и основные ресурсы, только потому что я грамотно их тратил. Что означает, что я получил и получаю идеальный экспириенс. Но любому человеку может не повезти, а может и повезти. Может у вас будет лучше, может у вас будет хуже. Поэтому не жди идеального экспириенса вот такого. Просто будь готов, если ты все-таки хочешь играть. А жалею ли я, что начал? Нет, потому что мне, очевидно, повезло. И игра под видом щедрой аниме Зельды на самом деле требует много терпения, желания и твоей подписки и лайка на мой канал. Пока, братан.